Привет всем! Добро пожаловать обратно во вселенную BTS. Прошло уже почти 18 дней с тех пор, как Тэхьон и Чонгук были замечены вместе в ресторане Сакабар, и до сих пор люди не перестают это обсуждать. Это наглядно показывает, насколько велик общественный интерес к тому, что происходит между ними, и к тому, как они взаимодействуют друг с другом. В самом начале, когда мы заговорили об их визите, некоторые утверждали, что мы все выдумываем. Однако в итоге сам ресторан подтвердил, что Тэхьон и Чонгук действительно находились там. Более того, мы знали дату этого визита за 2 дня до того, как ресторан опубликовал что-либо в своих социальных сетях. Теперь те же самые люди утверждают, что мы якобы заплатили ресторану за подтверждение присутствия Тэхьона и Чонгука, так же, как раньше обвиняли нас в том, что мы заплатили Диан. В действительности все гораздо проще. Мы не платили ни ресторану, ни Диан. Оба этих события были полностью реальными. Мы ясно видим, как некоторые люди всегда ищут малейший повод, чтобы создать нелепые слухи и подвергнуть критике особую связь между Чонгуком и Тэхьоном. Каждый раз, когда они делают что-то вместе, люди тут же делают собственные выводы, не зная, что происходит на самом деле. Правда заключается в том, что у Тэхьона и Чонгука всегда была особенная связь, которую они не скрывают полностью, но и не выставляют на показ. Сколько бы кто ни пытался это отрицать, ничто не может изменить реальные моменты, которыми они уже поделились. Правда обладает собственной силой и в конце концов всегда выходит наружу. Ей не нужно чрезмерное оправдание или защита. Когда кто-то утверждает, что Тэхьон и Чонгук поссорились или что все это ложь, такие люди лишь показывают, что они не понимают, что на самом деле происходит между ними. Мы не повторяем одно и то же снова и снова, потому что правда не нуждается в повторениях. Правда проявляется через факты. Тем временем многие все еще не могут забыть их последнюю встречу и продолжают искать причины, чтобы представить отношения Чонгука и Тэхьона не такими, какие они есть на самом деле. И все же они продолжают оставлять очень четкие намеки на то, что их связь продолжается, и что у них все еще происходят личные встречи, которые со временем раскроют о них больше. Самое важное, что нужно понять, Тэхьон и Чонгук не пытаются привлекать внимание или заставлять всех говорить о себе. Они просто наслаждаются драгоценными моментами вместе, как делали это на протяжении многих лет. То, что происходит между ними, реально и искренне, независимо от того, что говорят люди, которые их не понимают. Они будут продолжать делиться этими личными моментами, потому что именно так им комфортнее всего – показывать свою связь естественно и по-особенному, так как по-настоящему понимают только они двое. Тэхьон и Чонгук демонстрируют очень особую связь. Они часто бывают вместе и, естественно, проявляют свою привязанность. Один из ярких примеров произошел во время прямого эфира Чонгука для фанатов. Внезапно был слышен шепот Тэхьона, произносящего «Тенни» – ласковое обращение, которое они используют друг для друга. Услышав этот голос, Чонгук тут же повернулся в его сторону, и его выражение лица полностью изменилось. Его улыбка стала шире, а глаза засияли. Было совершенно ясно, что Чонгук хотел быть рядом с Тэхьоном, поэтому он сказал, что эфир продлится всего 10 минут. На самом деле он хотел как можно скорее закончить трансляцию, чтобы уйти вместе с Тэхьоном. Другой особенный момент произошел, когда Тэхьон и Чонгук находились в отеле во время тура. В этом видео они показали того, чего многие не ожидали. Они не только делили один гостиничный номер, но и спали в одной кровати. На подушке была нарисована буква V, обозначающая сторону кровати Тэхьона. В тот вечер в видео они выглядели будто в шутку соревнуются, кто расскажет больше деталей о своей совместной жизни. Тэхьон сделал вид, что выходит из комнаты, но на самом деле он никуда не ушел. Он оставался рядом с Чонгуком, пока камера все еще была включена. В какой-то момент Тэхьон прошептал слово «саранжи», что означает «я тебя люблю» по-корейски, и Чонгук не смог сдержать улыбку, ясно показывая, насколько он счастлив. Эта спонтанная реакция наглядно показала, насколько они близки и как сильно им нравится проводить время вместе. В том же отельном видео было много смешных и естественных моментов, показывающих их повседневную жизнь. Пока Чонгук напевал на заднем плане, Тэхьон говорил о шумной стиральной машине и громком холодильнике, словно они находились у себя дома. Затем, в особенно нежный момент, Чонгук был замечен спящим рядом с Тэхьоном ночью, что показывало, насколько комфортно и безопасно он чувствует себя рядом с ним и какое доверие существует между ними.
Эти моменты показывают, что, несмотря на свою известность, они по-прежнему ценят близость и, естественно, делятся интимными моментами. Мы скучаем по тому, чтобы видеть Тэхёна и Чонгука вместе в видео, и знаем, что многие чувствуют то же самое. Однако нам остается лишь терпеливо ждать их возвращения с новым контентом. Вскоре они начнут мировой тур, поэтому сейчас очень заняты подготовкой, чтобы их выступления были безупречными. Этот тур также означает, что мы вновь увидим этих двух талантливых артистов на сцене, где они наверняка вновь удивят нас впечатляющими выступлениями, как делают это всегда. Пока мы ждем их возвращения, мы можем вспоминать запоминающиеся моменты Тэйкук, сцены, которые показывают, насколько особенной является эта связь. Связь между Тэхёном и Чонгуком очевидна в каждом жесте, каждом взгляде и каждом моменте, которым они решают поделиться с нами. Несомненно, в предстоящих концертах и публичных выступлениях появятся новые драгоценные моментания, которые мы будем беречь как особенные моменты, определяющие эту уникальную связь. Тэхён и Чонгук остаются очень близкими, продолжают встречаться и проводить время вместе, даже если мы не всегда видим это на камеру. У них есть свой особый способ показывать свои отношения, не всегда очевидный для всех, но ощутимый для тех, кто внимательно наблюдает. Они делают все по-своему, но с четкими посланиями для тех, кто понимает их историю. В ожидании их возвращения мы можем вновь вспомнить множество особенных моментов Тэйкук, сцены, которые показывают, насколько важна эта связь. То, как Тэхён и Чонгук относятся друг к другу, видно в каждом движении, каждом взгляде и каждом моменте, которым они решают поделиться с нами. Несомненно, в предстоящих концертах и публичных выступлениях появятся новые драгоценные моментания, которые мы будем продолжать ценить как особенные моменты, определяющие эту уникальную связь. На протяжении многих лет Тэйкук доказали, что их связь построена на терпении, преданности и взаимной поддержке. Когда один из них сталкивается с трудностями, другой остается рядом, даря комов и ощущение присутствия. Громких слов и показных жестов здесь не нужно, потому что их забота выражается через постоянство и небольшие, но значимые обтества. Эта близость создает безопасное пространство, в котором каждый из них может чувствовать себя понимаемым и поддержанным. Это отношения, построенные на доверии, искренней заботе и обязательстве, которое продолжает расти со временем, стремлении всегда ставить благополучие друг друга на первое место. Это явление ясно показывает, как некоторые люди всегда ищут малейшую лазейку, чтобы создать нелепые слухи. Особенно, когда речь заходит об особых отношениях между Чонгуком и Тэхёном. Каждый раз, когда их видят вместе, всегда находятся те, кто поспешно делает выводы, не пытаясь по-настоящему понять, что происходит на самом деле. Хотя с самого начала Тэхён и Чонгук действительно имеют особую связь, отношения, которые они не полностью скрывают, но и не выставляют на показ открыто. Как бы ни старались это отрицать, реальные моменты, которыми они поделились, невозможно просто стереть. У правды есть свой способ выживать, и в конечном итоге она всегда находит путь к поверхности. Истина не нуждается в чрезмерной защите, ей достаточно существовать через факты. Когда кто-то настойчиво утверждает, что они поссорились или что все это лишь ложь, на самом деле он лишь демонстрирует непонимание динамики их отношений. Мы не считаем нужным повторять одно и то же снова и снова, потому что истину не нужно выкрикивать, ее достаточно показать. Тем не менее, многие по-прежнему зациклены на их последней встрече, продолжая искать причины исказить смысл того, что очевидно. Но сами того не осознавая, Тэхён и Чонгук продолжают оставлять тонкие намеки, знаки того, что их связь все еще продолжается, что личные встречи остаются, и что со временем все раскроется своим собственным путем. Самое важное, что нужно понять, это то, что Тэхён и Чонгук не пытаются привлекать внимание или создавать сенсации. Они просто наслаждаются временем, проведенным вместе, маленькими ценными моментами, как делали это на протяжении многих лет. То, что происходит между ними, является чем-то реальным и подлинным, независимо от мнений людей, которые на самом деле их не понимают. На протяжении многих лет Тэйкук показали, что самые крепкие отношения не всегда нуждаются в прожекторах. Они рядом друг с другом, поддерживают друг друга, особенно в трудные моменты, без шума, без громких заявлений. Эта близость – безопасное место, тихое пространство, которое всегда существует.
Ничего не нужно доказывать, их связь живет в мелких деталях, в последовательности, в спокойном, но наполненном смыслом присутствии. И именно поэтому так много людей чувствуют ее особенность, потому что все настоящее никогда не нуждается в принуждении. В конечном итоге все это не о том, чтобы что-то доказывать кому-то, не о победе в спорах, не о подавлении сомнений и не о попытке заставить других увидеть то, что видим мы. Речь идет о понимании того, что есть вещи, которые не нуждаются в чрезмерных объяснениях, потому что истина имеет свой собственный способ существовать и говорить. Тэхён и Чунгук никогда не стремились превращать свои отношения в зрелище. Они не создают моменты ради общественного одобрения. То, что мы видим, это лишь небольшие фрагменты жизни, которую они проживают самым честным и естественным образом. Моменты, возникающие не по плану, а потому что им просто комфортно друг с другом. На протяжении многих лет эта связь росла в тишине, в постоянном присутствии, в поддержке не требующих объявлений и в маленьких привычках, которые могут сформироваться только тогда, когда два человека действительно понимают друг друга. Когда мир требует от них быть сильными, они находят покой друг в друге. Когда графики физически разделяют их, они все равно остаются связаны способами, которые не всегда видны, но ощущаются. Вот почему их отношения ощущаются иначе. Здесь нет паники, чтобы что-то доказывать, нет необходимости